Привет! Мы в Хамат-Твере, и это один из самых древних курортов Ближнего Востока. Есть вещи, которые в Израиле вообще не меняются. Например, люди всегда ищут чудо. Только одни идут в храм, а другие в спа. И Хамат Твери– это идеальное место, где эти две вещи смешались. С одной стороны древняя история, с другой стороны целебные источники. После разрушения второго храма Галилея становится важнейшим еврейским центром. Но одновременно сюда приходят римляне, и они строят огромные города. Римляне. Они были гениями в трех вещах: войны, дороги и бани. Если где-то появлялась горячая вода, они моментально превращали это место в спа-комплекс. И здесь было то же самое. Представьте себе это. 2000 лет назад. Жара, пыль, верблюды. И посреди всего этого роскошное спа с бассейнами и паром. Римляне не спорили с природой, они ее использовали. Где другие видели аномалию, они видели инфраструктуру. Горячая вода? Отлично, строим бани, делаем систему, превращаем хаос в удовольствие. На этом месте сохранились руины римско-византийского периода. Это уже не реконструкция, это реальные остатки зданий, где была система бань. У этих источников есть особенности. Вода насыщена минералами – серой, кальцием, магнием. Температура некоторых источников достигает примерно 60 градусов. Вода поднимается на поверхность с 2-километровой глубины. Это руины римского комплекса. Вода поступает в 3 бассейна, постепенно охлаждаясь до 38-40 градусов. Когда ты заходишь в эту воду в первый раз, ощущение странное, как будто тебя одновременно варят и расслабляют. Классно, господи. Хорошо. А потом происходит вещь, от которой у многих людей буквально взрывается мозг. Потому что здесь, в древней синагоге, находят это. Это круг из 12 знаков зодиака. В центре фигура языческого бога солнца Гелиуса. Он изображен солнечным нимбом и держит сферу и кнут, символы управления космосом. По углам 4 фигуры. Это времена года. Здесь нет астрологии в современном понимании. Знак зодиака в синагогах выполняет календарную функцию. 12 знаков, 12 месяцев года. Круг, цикл времени. Сцены сезонов, сельскохозяйственный год. То есть это не гороскоп, а система времени и порядка мира. Знаки зодиака в синагоге. Здесь ломается привычная картина мира. Символы пересекались, культуры смешивались, и даже святые пространства были подвержены этим влияниям. Мозаика в синагоге делится на 3 зоны. Верхняя часть – символика Иерусалимского храма. Минора, храмовые предметы. Центр –
зодиакальный круг с Солнцем. Нижняя часть – посвящение и надписи на греческом и арамейском языке. Смотрите, если между двумя львами надпись на греческом, я предполагаю, что это благодарственная надпись тем, кто дал деньги на строительство этой синагоги. А вот здесь сбоку иврит, самый что ни на есть настоящий иврит. Вы знаете, наверное, евреи так зависели от римлян или византийцев, надо было умаслить местные власти, ну и как бы отождествлять себя с еврейством. Вот на этой надписи, она полностью сделана похоже на греческом, внизу слово «аман» или «амен», и написано на иврите «шалом». Кстати, вот этот узор абсолютно идентичный узору в Энгеде. В древности район Твери воспринимался как ритуально нечистый, потому что здесь были захоронения. Город, который позже станет центром еврейской учености, сначала многие вообще избегали. Но постепенно именно сюда переезжают мудрецы. И именно здесь формируется Иерусалимский Талмуд. Здесь работают великие раввины. Здесь произошло слияние совершенно разных миров: римских бань, еврейской учености и языческой символики. В одном месте, на берегу Кинерета. Именно это и делает это место по-настоящему необычным. Потому что иногда история – это не руин. Иногда история – это вода, которая выходит из-под земли более 2000 лет подряд. До сих пор.